Сижу. Здравствуйте! Вы такая Да. сегодня солнечная. Нет, это, наверно, свет. У нас же уже ночь. У вас ночь уже. Ну, конечно, у нас разница 7 часов с вами. Оу, так можем не Да. будем не будем вас отвлекать? Нет, Нет? нет, нет, я обязательно хочу дать отзыв, обязательно хочу сказать. Значит, в 2007 году я стала излучать энергию, и я поняла, что я богиня. Это продолжалось около 2 лет. И потом, в связи с тем, что, видно, был какой-то проступок, через магию, через что-то сделали так, что я была лишена свободы, я была оторвана от Первотворца, и я потеряла и излучение, и силу, я чувствовала себя опустошенной, стала болеть. В течение 12 лет я смотрела фильмы, я читала, я просматривала всякие сайты, я смотрела «Битву экстрасенсов», и я видела, что никто мне не может помочь. У меня за 12 лет не появилось желания обратиться за помощью ни к одному человеку и ни к одному там, я не знаю, кем бы он бы там ни был. Почему? Потому что я знала, что это им не по силам. Они не смогут мне помочь. Когда я увидела вас с Тарасом первый раз, это были ваши первые сеансы, то я сразу поняла, что это вы, это к вам, это только здесь я смогу на что-то надеяться. И когда прошел первый сеанс, вы считали мое эфирное тело и увидели, в каком состоянии я нахожусь. Я вас не видела, я была скована, скручена, мои чакры были закрыты полностью. Вот, и я ничего не излучала. Я только думала об абортах. Когда второй раз я вышла на сеанс к вам, да, по вашим рекомендациям я постоянно занималась тем, что у меня был дыхательный тренинг каждый день. Я писала, выписывала по вашим рекомендациям, листами выписывала, я каждый день очень долго этим занималась. На втором сеансе я опять вас не видела. Был гипноз, были установки, было все что угодно. Розовые очки и так далее и тому подобное. Вот. И Тарас сказал, выходим, ну все, посмотрели, выходим. А вы сказали, нет, нет, подожди. А когда я уже дышала, я почувствовала немножко излучения из рук, из носа, я чуть-чуть почувствовала. А вы сказали, нет, нет, подожди, я свяжу серебряную нить, ниточку, которую она из себя излучает, с нитью от Первотворца. Вот это сеанса не было, но это было очень важно. Это было мое возвращение к Первотворцу, моя связь с Первотворцом. Потом еще длительное время я занималась тоже дыхательными тренингами. И только на третий раз, через полгода после того, как я вам написала, я смогла вас увидеть, и вы смогли мне помочь. На сеансе вы и Тарас, вы раскручивали эти конструкции, в которые я была заключена. Тарас держал серую энергию магии, и я смогла освободиться. И я знаю, что никто, абсолютно никто, вы понимаете, вы находитесь на таком высоком уровне сознания, способностей, возможностей. Первотворец предусмотрел вас именно вот для освобождения, очищения нас, тех, которые пошли в воплощение, и тех людей, которые хотят очиститься и освободиться, и идти по эволюционному развитию. Вот. Я просто счастлива, что я попала на ваш сеанс. Ну, конечно же, случайно. Ну, я увидела. Не Вот. случайно. Потому что
Потому что за 12 лет я не видела ни одного человека, понимаете, у меня не появилось желания к кому-либо обратиться. Вот. И это, конечно, была не случайность. Я просто очень вас благодарю за сеансы, вас, Тарас и Евгения. Я очень благодарю. Вот после последнего сеанса, который... На первом сеансе я, конечно же, хотела объять все. И миссию, и личную жизнь, и все. Но это невозможно. На втором сеансе уже было больше моей личной жизни. Но после первого сеанса я чувствовала себя неплохо. Но все равно вот личная жизнь, эти проступки, они не давали мне как бы полностью. Я уже перед вторым сеансом, я еле ходила. У меня так болели ноги, у меня не разгибались коленки. И я именно услышала, мне дочь говорила, иди к врачу. Я говорю, это не лечится медикаментозно. Ты не понимаешь, это нельзя снять каким-то там препаратом медицинским. Ваш сеанс начался именно с этих слов. Стоит в черной речке по колено, понимаете? Потому что то, что происходит в эфирном пространстве, оно очень отражается на физическом уровне. Вот после второго сеанса я стала очень энергичной. Не энергичной, а каждая клеточка моего организма пропускает высокочастотную энергию. Я когда-то это ощущала в очень полной мере. Тогда был просто такой кризис. Это было необходимо для спасения. А сейчас я излучаю каждой клеточкой энергию, и это позволяет моему физическому телу как бы иметь легкость. Еще как бы что-то там еще осталось. Это еще нужно работать на физике. Но легкость в походке, легкость в ощущениях. Вот, и что самое интересное, то, что пока я же была вторая по очереди, а Виктор был в тот день первый у вас. И пока я ждала своей очереди, я думала о том, как я не люблю экзамены проходить. А Виктор, сеанс у него был посвященный тому, что он не сдал экзамен. И я не знала, что утром вы работали с рептильным мозжечком, мозгом этим. Когда на сеансе вышло то, что я убираю из себя этот рептильный мозг, это еще одно доказательство того, что мы все очень связаны. Физически я этого не могла знать. Сеанс вышел только через несколько дней. Но через час уже я делала то, что сделал Виктор. И еще один момент такой. Мне было очень плохо, и вы, как очень чувствительный человек, как живущий не только в физическом мире, но и в эфирном мире, вы поделились своей частичкой с душой из Земли. Я не знала, я опять не видела этот сеанс, но в тот день мне было так хорошо, мне было так легко. Я себя чувствовала так возвышенным, радостно, понимаете? Я не понимала, откуда, что такое, откуда. Но я получила эту частичку от вас. Оно меня вот взбодрило, оно дало мне как бы, еще нельзя сказать, что надежду, но я всегда как бы знаю, что должно пройти вот это испытание, оно пройдет и будет все хорошо. Но то, что вы делаете, это просто, даже невозможно словами описать и сказать, что вы делаете. Это до такой степени важно. Я очень понимаю этот алгоритм, я его прочувствовала, этот алгоритм освобождения, когда ты неправильные решения отменяешь уже в более сознательно, более в таком сознании, которое уже многое осознало, многое знает. Поэтому я создала сайт, и уже, я не знаю, там, около года я пишу на этом сайте о вас, я пишу
об этих дыхательных тренингах. Сначала Свияша выставляла, потом не выставляла, я пишу просто, где их найти. Потом ваши другие дыхательные тренинги. И вот я так думаю, что до кого-то оно доходит. Кто-то идет этим путем. Я думаю, что, может быть, еще кто-то, как я, понимаете, случайно прочитает, и это его позовет к вам, и он сможет освободиться. Чем больше и быстрее людей освободятся, тем легче будет всем. Потому что из сеансов ваших и так понятно, что это должно произойти со всеми. Еще кто-то ждет, кто-то терпит, для того, чтобы еще подтянулись те, которые еще не дошли до этого. Или они так глубоко и далеко, как это сказать, антимир их засосал, можно так сказать, вот так, да? Потому что когда у меня происходило это свечение, я поняла, что нас вычисляют по этому свету, нас видят по этому свету. Я как бы жила неприметной жизнью, и вдруг такое внимание, вдруг столько всего за это время, и так произошло, что как бы я очень долго держалась, но сделала. То ли это была ошибка, жалость, знаете. То ли это была ошибка, то ли это была человечность. Я вас очень благодарю, Наталья, потому что когда после сеанса мне пишут отклики в Skype, это для меня как бальзам на душу. Потому что я тоже человек, и мне тоже нужен вот этот отклик. Я должна быть уверена, что я полезна, что я все делаю правильно. Я обращаюсь к Первотворцу, и я себя проверяю. Я прошу, чтобы он проявил, если я что-то делаю не так. Я не хочу быть виновата в чьей-то смерти. Я не хочу быть виновата в чьем-то падении. Я хочу делать правильно. И когда мне люди пишут, что после сеанса, вот я вчера прочитала, это как бальзам на сердце и на душу, я так рада. И, конечно, я вам благодарна, что вы согласились сделать такое публичное признание и благодарность, потому что для людей очень важно понимать в этом предложенном большом списке всякой помощи, так называемой, и реальной помощи, чтобы найти свою тропиночку правильную, чтобы не ошибиться и не попасть еще в больший капкан. Вот. А вы поделитесь своим сайтом, я его зарекламирую, кто же его увидит, если мы не будем его показывать? Я из стеснения и из какой-то некорректно, понимаете, на вашем сайте публиковать свой сайт. Не на сайте, просто, у меня есть мой сайт. А ссылку, конечно, и мы под видео, пусть люди смотрят. Вот, это же прекрасно. Я не могу объять необъятно, я говорила, давайте кто-нибудь, давайте исследуйте, пишите о том, что происходит. Это так интересно. А у вас такое глубокое понимание этого всего. Вы вот говорите, и вы все так говорите, как я вижу это, как я это понимаю. Так произойдет. Мы буквально сегодня говорили после сеанса, Татьяна сокрушается и говорит, как же вот всем помочь? Я говорю, мы не можем всем помочь. Это точно так же, как бы стоять возле яблоньки, на которой 80 яблочек зеленых, а 20 красненьких. Красненькие хорошо доспели, но мы не можем ничего сделать, чтобы поспели еще и эти зелененькие. Каждый должен пройти свои уроки, каждый должен пройти свой путь. Но нужно понимать, что каждый человек на самом деле желает для себя всего самого лучшего. И даже если он ошибается, он выбирает, как ему кажется, самые лучшие. И если мы будем говорить, ой, ты сделал неправильно, он подумает, ой, что-то
неправильно мы говорим, потому что он же желает себе лучшего. То есть это его программы так выбирают, значит. То Я есть, про себя подумала, программа. да. И сегодня, смотрите, буквально через 15 минут мы с вами встречаемся, и вы то же самое озвучиваете. То есть то же самое. О чем это говорит? О том говорит, что мы все связаны. Я это вижу много раз, постоянно это чувствую. И когда началась война в Украине, я почувствовала, что земля – это как душа земли, душа народа его, оно все связано. И люди хотят, чтобы делиться друг с другом своим добром. Когда мы начнем не только своей болью делиться, но и своим добром, своим светом, своей жизнью, как Вселенная с нами поделилась, как Творец с нами поделился, вот тогда и будет гармония. То есть, когда мы отдаем, мы должны сначала сами отдать, чтобы иметь, как говорится, право попросить для себя. Так что, Наталья, я вас очень люблю, очень благодарна вам. Я вас всех очень люблю. Я вас очень Да. люблю и очень вам благодарна. Вы не представляете, что такое 12 лет несвободы. Вы не представляете, Я когда представляю. человек, представляете, когда человек чувствует силу, свет, энергию, и потом ничего, пустота, пустота, пустота. Это очень сложно. Я очень хорошо понимаю. Да. Я помню свои первые мысли, когда я родилась. У меня было: что? Где? Куда я попала? Где мои крылья? Почему я не летаю? Мне не было еще 2 лет, я свалилась со шкафа, потому что я думала, что если я залезу высоко, я взмахну крыльями, и я полечу. Меня мама постоянно откуда-то доставала, то с верхушки деревьев, то на дом я вылазила. То есть меня тянуло вверх, и у меня было счастливое детство, любящие родители, у меня все получалось. Чего я хотела? Советский Союз, ничего не было. Захотела, увидела у одной девушки, которая, девочка, они болгары были, приехали из Болгарии, у нее были красивые вещи, фломастеры, а я красиво рисовала. Я захотела фломастеры. Я никому ничего не говорила, я даже маме не говорила, что это такое. Я просто хотела, чтобы у меня были такие фломастеры, которые так ярко, красиво рисуют. Прошло какое-то время, представляете, тетя приезжает в гости, а ее муж портработник, из Москвы там всякие возил эксклюзивные вещи и привозит мне, то есть в подарок, так как я красиво рисую, именно фломастеры. Я хотела коньки, моя тетя подарила мне коньки, ну и так далее. Я хотела экзамен сдавать, я сдала экзамен. Мне было 10 лет, я заболела, мама сказала, врач сказала моей маме: не тратьте сил, у вас есть еще дети, она все равно умрет. Я сказала: нет, я не могу умереть, я хочу жить. Все. Пошло на поправку, через 2 года меня сняли с учета, я здорова по сегодняшний день. Говорили, и до 17 лет не доживу, не тратьте даже время и так далее. То есть я благодарна этой женщине, этому врачу талантливому, Алена Георгиевна. Все, я ее помню, красивая блондинка, высокая, вот все, что я помню, еще ребенок была. Но вот благодарность в душе, я понимаю, что это ее Творец привел тогда. И таких ситуаций в моей жизни было много. И вот я уже созрела сделать школу, чтобы научить людей, и чтобы мы все вместе учились, потому что мы друг друга учим. И вот это брать, вот это добро и богатство, которое есть в нас, в нашем подсознании, добывать его и превращать в жизнь. И это так здорово, и чем больше вот этой гармонии будет, как вы правы, тем быстрее и легче нам будет. Да, Виктория, вы очень храбрая, мужественная, потому что не каждый смог бы так, как и вы.
есть немножко такая мягкотелость, знаете, какая-то такая доброта непонятная. Вы очень как бы правильно все поступаете, говорите. Даже если где-то там немножечко неправы, вы все равно, вы все очень как бы отстаиваете свое мнение и очень много. Ну, я же читаю, я же слушаю. Да, 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 да. Вот, поэтому я так думаю, что вы на своем месте. Все так, все так. Понимаете, Да, такие мы люди должны... должны быть. Да, потому что чуть-чуть слабинка и все, тебя уже Несет. засосало не туда, Да. несет не туда. Да. Нельзя, да, нельзя слабинки давать. Это больно, да, и это бьет, потому что И чувствительно, и я быть, слушаю, знаете, эзотерикам проще, потому что весь мир поглощен этим всем, и они свои среди своих. Вот. А как вы говорите, вот сиять, выпендриваться на фоне этого, ох, это, да, это очень непросто, очень потому что сложно. Да. большинство думает как раз наоборот. Ну, пока еще. Но я вообще-то счастлива, потому что я вижу, как люди с каждым днем просыпаются все больше и больше и начинают осознавать, что вещи нужно называть своими именами. И тогда будет порядок. Потому что все проблемы от того, что пришла в жизнь ложь. Только ложь делает человека несчастным. Потому что он перестает видеть истину, он перестает видеть реальность. И тогда начинаются проблемы. А душа-то видит все, и она начинает сопротивляться. А когда мы открываем вот это все, пространство лжи, обличаем, оно просто исчезает. И тогда все чувствуешь себя свободным. Спасибо. Благодарю вас, Наталья. Я вас Благодарю. тоже очень благодарю. Пишите, как ваши Мне, дела. Я мне всегда... так радостно, вы не представляете. Вот после сеанса я просто улыбаюсь, и мне очень радостно. Это ощущение такое очень приятное. Ценить, Да, жить, это любить, очень важно. жить и быть радостной. Ценность сеансов, ну, просто невозможно переоценить. Я Это помню, правда. да, невозможно переоценить, потому что это не просто кто-то себе такую работу придумал, это расторжение контрактов с поработителями душ. А мы более всего, что бережется в мире, должны беречь свою душу, то есть жизнь своей души. И те, кто якобы имеют право по этим контрактам, которые они же сами и придумали, да, когда мы освобождаемся от них, вот тогда начинается настоящая жизнь. Я это почувствовала после своего первого сеанса 5 лет назад. До этого они так меня не пускали, это такие были чудеса. 3 раза каждую неделю, 3 недели подряд одинаковая авария. Я стою на светофоре, бьет сзади машина. Первый раз 3 машины, но до меня пока доехала, там уже почти ничего не было, дырочку там выбила. Второй раз то же самое, чуть-чуть только. Ну, на третий раз как бахнула. За 1 месяц я и тонула. Я прекрасно это помню. И как будто бы выбраться не было никакого шанса. Меня какая-то хитрая волна каким-то образом занесла в такое место, что меня никто не мог видеть. А там такой обрыв, и я не могла выплыть, потому что волны бились. Я думаю, нет, я здесь не погибну. И я давай карабкаться. И меня увидели дети с берега, и люди стали цепочкой, и меня спасли. Я вся была ободранная, вся в крови. 2 года ногти лечила на ногах, потому что ободрала их. Но я осталась жива, я это чувство помню, как все дано по нашей воле. Только стоит нам проявить волю, и никто нам ничего не сделает.
Вот. Но после сеанса, то есть и эти такие, вот это чувство несвободы, эти сны, которые я никогда раньше не видела, таких жутких снов, я такая спокойная всегда. А тут началось вот это все перед сеансом именно. Но когда я записалась на сеанс, это было что-то. Это был каждый день и каждую ночь. После сеанса я почувствовала такую легкость. Я сама погружалась. Я почувствовала, я свободна. И это было так. И у меня была причина боли в спине, потому что у меня авария была, и полгода я лечилась. И во время сеанса боль ушла, просто во время сеанса. И вообще все ушло. То есть я летала, буквально летала. Я почувствовала наконец эту свободу. А вы говорите, я не могу понять. Да, я могу понять. Я все это пережила. И где-то на третий или на второй день прямо своим внутренним взглядом вижу, как какое-то копье прямо в спину мне, а я его бум назад. И все. То есть мы начинаем, когда мы свободны, мы начинаем владеть своими телесами, своим телом физическим, своим духовным телом, своим разумом. Мы тогда принадлежим себе. Это самое большее счастье, которое только может быть. И у меня еще крутилась постоянно прямо мысль спасти свой род. Думаю, что такое? Как я его спасти могу? Да сколько людей, сколько этого всего. Конечно же, что вот так мы и спасаем свой род. Потому что когда-то мы стали родоначальниками своего рода. И именно там где-то мы подписали эти контракты. А сейчас мы пришли, эти контракты расторгаем. И таким образом освобождаем всех своих предков, которые наши были потомки. По отношению сейчас это наши предки. У меня же одно воплощение. У меня же только одно воплощение. Я пришла ничего не знающая, Вы не понимающая. пришли сделать свою миссию. Да, да. И теперь, вот после вашего сеанса, я тоже защитила и защищаю свой род. Это самые-самые мои близкие. Так, то, что... Представляете, что свободный человек, который начинает... Ну, во-первых, я так надеюсь, что это все слова исполнятся, и то, что происходит сейчас, я вижу, что подтверждается каждое пророчество. Я так надеюсь очень сильно, что многие смерти не увидят, а перейдут из жизни в жизнь вечную. В жизнь, то есть, когда смерть будет отменена, и мы ее отменяем, мы ее не принимаем. Мы не принимаем болезни, мы отказываемся от этого всего, мы принимаем гармонию, жизнь, свободу нашего свободного священного мира. И к этому идем. Ну что? Я еще к вам приду. Да? У меня еще много чего. Да. Ну, вы были такие уставшие, и еще вот у меня так много было, но это еще не все. Да, нам... Смотрите, ну как Библия пишет, ну, если вы считаете, что как Адам терял свое совершенство, ну, приблизительно 1000 лет, то так и мы должны приблизительно 1000 лет прийти к совершенству. Ну и это логично. Ну, вот страна лежит в руинах. Чтобы ее восстановить, нужно какое-то усилие, какое-то время. А там еще идет война, то есть еще разрушения продолжаются. И мы живем в аналогичном мире. То есть если взять вот эти все порядки, установленные дьяволом, скажем так, темными, то вся земля лежит в руинах. И мало того, с одной стороны мы строим новый мир, порядок, гармонии, жизни, да? А с другой стороны еще идут и разрушения. На нас еще и нападают. То есть придет какое-то время, когда вот этот нападающий, агрессор, эти программы, это все уйдет.
И вот тогда начнется нормальное восстановление пространства, жизни, Земли, гармонии. Я представляю, как это будет интересное время. Да, так должно быть. Так должно быть. Да, так должно быть и так будет, потому что в нас нет такой извилины, которая бы могла понять потерю близких людей, смерть. Мы этого понять не можем. Мы не можем принять это вообще. Потому что это противоестественно. Вот и все. Так что Именно об этом дерзаем. был рассказ. Да, дерзаем дальше. Я вас очень благодарю. Я благодарю вас больше. Принимаю.